Привет, друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. И в сегодняшнем видео я покажу вам 6 вариантов итальянской пиццы с кабачками. И если вы думаете, что кабачки на пицце это скучно, итальянцы готовы с вами поспорить. Я поэтому и начала видео с показа готовых вариантов, чтобы вы видели, какая аппетитная пицца получается. Ну а сейчас пойдемте готовить ее вместе. И начнем с приготовления теста. Беру 3 стакана теплой воды, я ее немного подогреваю. Стакан у меня на 250 мл. Затем беру 2 кубика дрожжей по 25 грамм и растворяю их в воде. Вода не должна быть горячая, а теплая. Затем добавляю 4 чайные ложечки сахара. И 2 чайные ложечки соли. Перемешиваю до растворения соли и сахара и затем постепенно добавляю муку. На это количество воды у нас уйдет примерно килограмм и 300 грамм муки, может уйти немного больше. Перемешиваю и снова добавляю, пока не уйдет все количество муки. Когда уже трудно перемешивать вилкой, я замешиваю руками. Затем добавляю растительного масла и еще немного замешиваю. Затем выкладываю тесто на стол и замешиваю еще немного на столе. Если нужно, добавляю муку. И в конце добавляю немного растительного масла и еще немного замешиваю. И затем тесто перекладываю в посуду, смазанную растительным маслом. Посуду берите побольше, чтобы у теста было место хорошенько подняться. Затем накрываю пищевой пленкой и кухонным полотенцем и оставляю на час до поднятия. А теперь беру 6 вот таких форм и смазываю их растительным маслом. Диаметр моих форм 33 сантиметра. Сразу скажу, что все ингредиенты я готовлю заранее, но вам покажу все в последовательности, чтобы видео не получилось запутанным. Прошел час, смотрите, как хорошо поднялось наше тесто. Смазываю руки растительным маслом, визуально делю тесто на 6 частей и распределяю тесто по формам. Распределяем равномерно до краев. Сначала тесто будет немного стягиваться к серединке от краев, не настаивайте. Когда распределите последнюю пиццу, вернетесь к остальным и подправите. Из этого теста можно приготовить как пышненькую пиццу потолще, так и тонкую, более хрустящую. Все зависит от количества теста, которое вы выкладываете в форму. Распределили тесто по формам, а теперь снова оставляем на час до поднятия. И пока пицца поднимается, я натираю моцареллу. Для 6 таких пиц мне понадобится 6 моцарелл по 125 грамм. И для удобства сразу ее разделяю, чтобы на всех пиццах было одинаковое количество. И пока отправляю в холодильник. Дальше самое интересное. Подготовим и цветочки кабачка. Это очень распространенный вид пиццы в Италии. Удаляем основание цветка, раскрываем его и аккуратно промываем цветы прохладной водой. И отправляем их в дуршлаг. Лишняя жидкость нам на пицце не нужна. Все это я обычно делаю заранее. И оставляем стекать их от лишней жидкости. Прошел час, тесто поднялось, и приступим к приготовлению наших пиц. И начнем с первого варианта. Обильно покрываем пиццу цветочками кабачка. Если вы еще никогда не пробовали эту пиццу, обязательно попробуйте приготовить. Я ее очень полюбила. А еще в описании под видео я вам оставлю ссылочку на рецепт, как итальянцы жарят цветочки кабачка. Покрыли пиццу обильно цветочками, а теперь присаливаем. Поливаем слегка оливковым маслом и отправляем в духовку. Пиццу я выпекаю на максимальной температуре. Когда пицца почти готова, вынимаем и посыпаем моцареллой. Примерно вот так.
И снова отправляем в духовку, пока моцарелла не расплавится. И вот такая аппетитная пицца у нас получилась. Цветочки кабачка в сочетании с расплавленной моцареллой – это настоящий восторг. Это не просто рецепт, это настоящая итальянская традиция. Как только начинается сезон, эта пицца появляется в меню абсолютно любого ресторана. Простая, понятная и невероятно популярная классика. Смотрите, какая она получается. Аппетитная, хрустящая, пропеклась и снизу отлично. Очень вкусная. Для следующего варианта пиццы я беру кабачок и натираю на терке для корейской моркови. Но вы можете натереть на обычной крупной терке. Просто мне кажется, что так получается красивее, и так кабачки выделяют меньше влаги. Натерли вот таким образом, а теперь обильно посыпаем пиццу. И хорошенько их распределяем по всей пицце. Примерно вот так. Теперь присаливаем. Поливаем немного оливковым маслом. И отправляем в духовку. Когда пицца почти готова, посыпаем обильно моцареллой. Посыпали и отправляем снова в духовку, пока моцарелла не расплавится. И вот такая вкуснятина у нас получилась. И как я уже говорила, вы можете натереть просто на крупной терке. Можете выложить кабачки тонко нарезанными кружочками или слайсами. Готовится просто, получается очень вкусно. Ну а мы перейдем к следующему варианту. И для следующего варианта я натру кабачок тонкими кольцами. Если у вас нет такой терки, просто нарежьте ножом. И теперь выкладываю их на пиццу. Выложили, а теперь берем половину мясной сосиски и выкладываем кусочками сверху. Присаливаем. Поливаем немного оливковым маслом и отправляем в духовку. И как всегда, когда пицца почти готова, обильно посыпаем моцареллой и снова отправляем в духовку. Ну разве это не аппетитно? Тонкие кружочки кабачков сохранили сочность, моцарелла аппетитно расплавилась, а кусочки мясной сосиски подрумянились до золотистой корочки. Очень вкусно! Ну а мы перейдем к следующему варианту. Следующую пиццу обильно покрываем цветочками кабачка. А теперь берем анчоусы и, разрывая их на мелкие кусочки, выкладываем на пиццу. Но не выкладывайте слишком много, чтобы пицца не получилась соленой. Примерно вот так. И теперь слегка присаливаем. Поливаем немного оливковым маслом и отправляем в духовку. И когда пицца почти готова, посыпаем обильно моцареллой. Посыпали и отправляем в духовку, пока моцарелла не подрумянится. И вот она, легендарная римская классика. Пикантные анчоусы отдают свой аромат, создавая тот самый неповторимый контраст вкусов. Это настоящая высокая кухня на вашей домашней тарелке. Ну а мы приступим к следующему варианту. Теперь я беру картофель и натираю его на терке для корейской моркови. А вы можете натереть на обычной крупной терке или выложить его тонкими слайсами. А теперь смешиваю картофель с тертыми кабачками. И теперь обильно посыпаем пиццу. Стараемся хорошенько распределить до краев. Присаливаем. Поливаем немного оливковым маслом. По желанию можете добавить немного черного молотого перца.
и отправляем в духовку. Вы можете подстраивать рецепт под себя, добавить тертую сосиску или мясных купатов, что пожелаете. И на почти готовую пиццу снова выкладываем моцареллу. И снова отправляем в духовку. И вот такая аппетитная пицца у нас получилась. Сочетание тертого картофеля, нежных кабачков и тягучего сыра – это идеальный вариант для сытного семейного ужина. Если честно, этот вариант был моим экспериментом и получилось очень даже вкусно. Смотрите, какая она аппетитная. И снизу хорошо пропеклась, начинка сочная, сыр тягучий, очень вкусно. Ну а мы перейдем к последнему варианту. Покрываем пиццу цветочками кабачка и сверху посыпем немного тертыми кабачками. Примерно вот так. Присаливаем. Поливаем немного оливковым маслом и отправляем в духовку. Почти готовую пиццу посыпаем моцареллой. Ну а если вы любите вкус копченого сыра, можете добавить немного и копченого сыра. И отправляем в духовку до золотистой корочки. И наша пицца готова. 2 в одном. Сочная основа из тертого кабачка и нежнейшие лепестки цветов с тягучим сыром. Эта пицца – лучшее доказательство того, что простые сезонные ингредиенты могут превратиться в изысканное ресторанное блюдо. Ну что, друзья, мы приготовили целых 6 потрясающих пицц с кабачками. Как видите, итальянская кухня умеет удивлять даже самыми простыми продуктами. Напишите мне, какой вариант вам захотелось повторить в первую очередь. И обязательно заглядывайте в плейлисты на моем канале. Там вас ждет целый отдельный плейлист, посвященный настоящим итальянским пиццам на любой вкус. Ну и, конечно, я постепенно буду его дополнять. Так что подписывайтесь и давайте готовить вместе. Всем приятного аппетита и до новых встреч!